Друзья, всем привет! Сегодня финальная часть с мини-баней 3×4. Все начиналось с идеи построить баню своими руками. И вот наконец финал так близко как никогда. Давайте вспомним, как это было. Вначале мы вкручивали винтовые сваи. Это был мой первый опыт вкручивания свай ручным способом. Очень непростое занятие, скажу вам. Лучше нанять опытную бригаду со сваекрутом. Далее собрали ростверк из доски 50 на 150 и сразу заложили усиленный пирог пола из той же доски 50 на 150 с шагом лаг всего 39 см между лагами. Так как будет стоять печь и уложен керамогранит на пол. Каркас выполнен из доски 50 на 100 с перехлестным утеплением снаружи. Стропила из доски 50 на 150. Каркас, можно сказать, классический, с односкатной крышей. Потом баня обрела свое лицо. Пару стен обшил планкеном из лиственницы, смонтировал мягкую черепицу на крышу и другие пару стен. Был сделан осознанный выбор в пользу деревянной двери, чтобы сохранять тепло даже в лютый мороз, так как вся баня это по сути помещение парной, и стеклянная дверь не сможет выполнять функцию и уличной. А внутри парной создан настоящий термос, сплошной контур утепления в 150 мм, полная пароизоляция фольгой изнутри и продуманная вентиляция. Все для того, чтобы баня быстро прогревалась и долго держала жар. Уложен керамогранит, чтобы полы никогда не пришлось переделывать. Такие полы легко мыть, и они становятся теплыми от нагрева печи. А сегодня мы ставим жирную точку. Все, что планировалось сделать, будет сделано в этом выпуске. Мы завершим внутреннюю отделку вагонкой, установим сердце бани, печь, проведем уютный свет и, наконец-то, испытаем все это в работе. Поехали! Первое, что было сделано, это отверстие под вентиляцию в стене, так как на данном этапе мы можем качественно соединить воздуховод с пароизоляцией, чтобы влага не попадала в утеплитель. Воздуховод следует располагать с небольшим уклоном на улицу, чтобы конденсат на улицу и уходил, а не капал внутрь или оставался в середине воздуховода. Сразу на этом этапе заложил провод РКГМ, он термостойкий, как раз для бани. У меня будет всего 2 светильника по бокам и, возможно, под полком. Провод тоже на всякий случай проведу вниз. Далее уже спокойно монтирую вагонку. Заказал вагонку на маркетплейсе разных размеров. На задней стенке стык будет не виден, а на других стенах он будет. И я его планировал закрывать планкой, но понял, что он меня никак не смущает. Посмотрим, может когда-нибудь я придумаю, как интересно его закрыть. Делал так, потому что покупать вагонку для парилки сильно дешевле небольшими, например, метровыми отрезками. А так как баня бюджетная, то это отличный способ сэкономить. Вагонка мне понравилась. Это осина толщиной 15 мм с классическим рисунком вагонки. Монтировал вот такими паркетными саморезами в паз. Эти саморезы не раскалывают материал, и их не видно. Эту работу делал не спеша, в свободное время. У такого способа есть плюсы. Не отвлекаешься от основной работы и работаешь в удовольствие, но есть огромный жирный минус. Работая, скажем так, на расслабоне, почти не замечаешь результата от проделанной работы. Вроде ходишь вечерами, что-то делаешь, а результат почти один. Поэтому, если предстоит много нудной, монотонной и однообразной работы, лучше поднапрячься и сделать ее быстро. Понимая, что скоро с отделкой будет завершено, я сделал распаковку печи. Перед тем, как ее поставить на законное место в парилку, ее необходимо прожечь на улице. Делается это для того, чтобы вся пыль, стружка, остатки краски, консервационная смазка, нужно, чтобы это все обгорело и выветрилось. Это касается любой печи. Я выбрал вот такую печь Амур от Эволюции Тепла. Это бюджетная печь с открытой каменкой. Понравился ее внешний вид, компактность и скорость нагрева за счет вот такой дополнительной камеры из 4 секций. Большая площадь соприкосновения камеры крестовины с камнями позволяет приготовить баню за короткий срок. Печь я занес в баню для того, чтобы сразу спозиционировать отверстие дымохода в потолке. То есть я должен расположить печь, отступив по нормам от стен, и посмотреть, куда приходит дымоход. Хоть я это и прикидывал еще во время монтажа стропил, но там было с запасом. А теперь уже точно. Для этого я установил трубу на печь и приступил. Вырезал сначала отверстие меньшего размера, чтобы понимать также, куда будет приходить потолочная вагонка. К вагонке будет крепиться проходной узел. Далее, когда пришел уже к краю отверстия вагонкой, расширил его до нужных размеров. Замерил внутренние размеры проходного узла и сделал отверстие чуть больше.
Далее проходку проклеил в несколько слоев фольгированным скотчем. Сразу же до установки печи и с учетом того, что точно знаю, где она будет установлена, делаю отверстие в полу. Вот для чего. Это естественный приток свежего воздуха, который поступает под печь и за счет нагретой печи подогревается и поднимается вверх, проходя через все помещение, отводится в отверстие или вытяжку в стене. Наперед скажу, что это рабочее решение, так как на момент записи этого ролика успел испытать баню много раз. Действительно чувствуется приток воздуха под печью, но какого-то чувства сквозняка уже возле печи не чувствуется. Вставлена труба из нержавейки, загерметизирована термостойким герметиком, и также сверху установлена вентиляционная решетка. Занимаясь отделкой в бане, параллельно занимался облагораживанием участка. Обкашивал траву, убирал доски и убирал ненужные кусты и мелкие деревья. Да, сейчас некоторые деревья потолще пойдут в дрова, но в основной массе зачастую нужно что-то делать с ветками. Жечь открытым огнем нежелательно, за это есть штрафы, многие писали мне об этом. Поэтому у меня, как вы знаете, всегда на дежурстве стоит измельчитель веток Аффи. Уже 2 года им пользуюсь и больше ничего другого не хочу. Когда купили участок, он был полностью заросший ивняком. Мы все деревья удалили и измельчили в этом измельчителе. Он супер быстрый, мощный, с ними придется измельчать кучу веток все выходные. И мне есть чем сравнить. Обычным измельчителем теперь работать не хочется. Постоянно заедает, переламывает медленно, измельченные ветки никуда не годятся. А тут отличная щепа на выходе, которую я постоянно куда-то использую. Так что всем рекомендую. Если что, ссылка на этот измельчитель будет в описании под этим видео. Так, что-то я отвлекся от основного процесса. После того, как смонтировал вагонку на потолок в обход проходки и смонтировал ответную часть проходного узла, предварительно проложив базальтовым негорючим картоном соприкосновение металла с основанием кровли, приступил к сверлению отверстий. Это для того, чтобы залезть потом на крышу и просто лобзиком выпилить круг для дымохода. Также фрезером вырезал дополнительно плитного материала, чтобы он не был впритык к трубе. На самом деле я этот момент сделал не совсем правильно и нелогично, потому что наполнять проходной узел мне пришлось изнутри помещения и потом наполненный вставлять в проем. Наполнил его базальтовой ватой, не сильно уплотняя, а снаружи обернул негорючим суперсилом. Не очень удобно, но успешно. А наполнять его логичнее, естественно, через крышу. Просто тогда нужно делать проходное отверстие по размеру проходного узла. Не только с утеплителем и пленкой, но еще и с кровельным материалом. Но тогда не получится поставить вот такой маленький колпак Master Flash на трубу. Нужно искать и покупать большой, больше размера проходного узла. Но я сделал так, как уже сделал, что тоже оказалось вполне рабочим, хоть и не очень удобным в монтаже вариантом. Сэндвич труба непростая, внутри наполнена перлитом, горной породой вулканического происхождения. Выдерживает температуру до 1150 градусов. Делают дымоходы там же, где и печь, в эволюции тепла. Даже название у дымохода созвучное – «Эвоход», чтобы легко запоминалось. Далее остались одни, можно сказать, простые и приятные вещи. Например, закладка камней. В эту печь надо загрузить около 150 кг камней. Камни предварительно помыл и почистил щеткой дважды. Использовал жадеит и габродиабаз. Попробовал одну коробку малинового кварцита. Но мне не понравился, честно говоря, красноватый цвет, поэтому переложил их на невидимую сторону. Сверху дополнительно добавил сетку для камней вокруг трубы. Далее установил светильники по краям стен, ну и естественно поставил абажуры к ним. Далее очередь полков. Тут все просто. Брусок 50 на 70. Схему сборки взял из интернета. Мне говорили, что получилось высоковато, но я оставил возможность их сделать ниже. Но пока могу сказать, что меня устраивает такая высота. Смонтировал доски наверх и низ. Пока оставлю открытой переднюю часть. Сделаю там съемные панели. Но пока буду тестировать высоту полков, возможно, я еще все-таки изменю свое мнение и сделаю их ниже. Тут нужно собрать больше опыта использования, о чем я, конечно же,
Не буду снимать отдельный ролик, но обязательно расскажу об этом в телеграм-канале. Там же покажу, какие еще улучшения сделаю. Так как осталось немного вагонки, решил сделать из нее подспинник. Просто спилил шип-паз с вагонки и, выставив торцовочную пилу на 30 градусов, напилил все доски и прямо в бане все собрал на каркасе. Получилось неплохо, на мой взгляд. Теперь осталось затопить баню и провести испытания. Для растопки пользуюсь топливными брикетами, потому как негде хранить дрова, а тут взял упаковку и хватит ее почти на 2 растопки. Ну, возможно, как сделаю дровник, буду пользоваться дровами. Спустя 2-2,5 часа баня уже готова. Ушло чуть больше полпачки брикетов. Термометр показывает 60 градусов и влажность 60%. Такое соотношение, на мой взгляд, идеально. Давайте поддадим и посмотрим, как ведет себя печь. Печь дает плавный, мягкий пар. Могу теперь только сказать, что результатом я полностью доволен. Весь процесс строительства вы можете увидеть в предыдущих сериях, а также скачать чертеж этой бани и других построек вы можете у меня в телеграм-канале. Так что вот такое видео получилось, надеюсь, вам понравилось, и если это так, то ставьте лайки и пишите комменты с вопросами, замечаниями и предложениями. Обязательно на все отвечу. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!